Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, подписан таки договор между Украиной и США. Надо сказать, что подписан крайне удачно. Я вам сейчас расскажу, что я именно имею в виду. Вот. Но не могу не отметить блестящую работу нашей команды, которая там этот договор полностью перешмонала. Если помните, я вам рассказывал о том, что когда Бессент приезжал в Украину, ну и попозже, когда они нам присылали еще один вариант договора, это все были африканские договора, ну, условно африканские, надо понимать, просто в свое время подобные договора подписывались с африканскими автократиями там, 100 лет назад, да, или же вот подобным образом белые покупали у индейцев Манхэттен. Вот это тоже. Вот то, что нам предложили Соединенные Штаты Америки. Бусы, брязкальца, давайте сюда все, что у вас есть. Что они получили? Ну, из того, что они хотели, они получили болзавода Петровского, если так уж выражаться. А если смотреть с точки зрения бизнеса, то они получили, как и мы, договор выгодный, выгодный обеим сторонам. То есть феодального договора, который они... Сначала тот договор, который они нам предлагали, это феодальный договор, где есть пан, а есть холоп, да, крепак. И вот пан этого, значит, холопа, этого крепака нагайкой, как хочет и во всех позах. Вот, этого не получилось. Еще раз подчеркну, работа нашей делегации там, если, конечно, это все правда, то, что сейчас буквально все публикуют, и наши и иностранные агентства, если это все правда, работа просто блеск. Итак, о чем идет речь? Ключевое положение. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Это было не так по тому договору, который привозил Бессент. Это было вообще не так. Они хотели все забрать. Именно Украина определяет, где есть что добывать. Это блеск. Вот это краеугольные вещи. Второе. Фонд создается 50/50. Это тоже важно, потому что тут они хотели иметь, короче говоря, хотели иметь большую часть, при этом не внося ничего и решая все вопросы. Фонд 50/50 с равными правами у сторон. Следующее. Не предусмотрены изменения в процессах приватизации или управления госкомпаниями. Они будут и дальше принадлежать Украине. То есть существующие госкомпании, которые уже владеют теми, иными или третьими трубопроводами, нефтепроводами, я не знаю, полезными ископаемыми, шахтами, с газовыми скважинами, пароходами. Все остается в Украине. Никаких изменений нет. Следующее. Соглашение не содержит упоминания каких-либо долговых обязательств Украины перед США. Это то, что я вам всегда говорил. Украина не должна Соединенным Штатам Америки ни одной копейки. Так это и вышло, в результате это Трамп признал. То есть, смотрите, что произошло. Вчера, уже после подписания договора, тот же Бессент выступал, там еще несколько сенаторов выступало. Что они сказали? Ну, смотрите, договор хороший, и действительно он хороший. Если рассматривать его не как феодальный, не как крепостной, а как современный договор о инвестициях, он хороший для двух сторон. И он и должен быть хороший для двух сторон. Если он не интересен для одной из сторон, он не будет работать. Вот и все, что я вам скажу. Да, и они говорят так, смотрите, мы же получим с этого договора больше, чем 350 миллиардов долларов. Ну, может и получите, я не знаю, вряд ли, конечно, но что-то я так смотрю, ну, не верю я в это, но уже одно то, что они говорят, все, ну мы же получим от договора больше, чем мы хотели, так что, зачем там что-то прописывать, понимаете, да? Нет там никакого долга, ничего этого нет. Дальше. Соглашение соответствует Конституции и не изменяет курс на евроинтеграцию. То есть вот это было очень важным моментом. Не зря были наняты европейские юристы, которые проверили эти все договора по пунктам. То есть там целая юркомпания этим занималась, с тем, чтобы вот этот договор при вступлении в ЕС не вступил в противоречие с правилами ЕС. Понятно. Дальше. Вот это тоже очень важно. Фонд будет наполняться доходами исключительно с новых лицензий. Речь идет 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. То есть это речь идет о том, что вот все, что есть на сегодняшний день, оно как было
собственностью Украины, либо тех компаний, которые там получили соответствующие лицензии. Вот это все остается. Никакого отношения новосозданный фонд к этому всему не имеет. Он имеет отношение к тому, что будет новому создаваться, к новым капиталовложениям. Во. Следующее. Доходы от уже начатых проектов или запланированные бюджеты поступления не включаются в фонд. Во. То есть, если что-то уже запланировано в бюджете или уже что-то работает, фонда это не касается. Дальше. Для функционирования фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Рада. Ну, это понятно, это такой закон. Угу. Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу против Российской Федерации. Окей. Вот это следующее интересно. Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине. О, это интересно, да. То есть это очень выгодная вещь будет, да? Ты будешь добывать полезные ископаемые, при этом не платить налоги, но тут есть еще один момент, что доходы полученные, это будет дальше, доходы полученные от этой работы, они могут быть реинвестированы в Украине, и, по-моему, там первые годы не дадут их вывести. Да, это тоже очень интересно. Следующее. США вносят вклад в фонд. Кроме непосредственно средств, они могут производить его и новой военной помощью. Новой. То есть то, что было до этого, не учитывается. Это не является долгом. Ну а новую военную помощь, да, они вполне себе могут. Так. Украина вносит 50% доходов госбюджета от новой ренты на новые лицензии, на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы, кроме этого базового, если сочтет необходимым. Окей. То есть речь идет только о новых проектах. Дальше. Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти, газа, а также в сопутствующую инфраструктуру, либо переработку. И вот последнее, это самое, пожалуй, тут интересное. Внимание. Первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться снова в Украину, в новые проекты, либо восстановление. О, вот это, ребята, шик. То есть, смотрите, да, с одной стороны вы скажете, что нет налогов, что же будет в бюджет поступать? Так вот, это и будет поступать. 10 лет никакие доходы от этого фонда никуда не поедут. Они останутся здесь и будут работать на Украину. Ну, кстати, в американский бюджет тоже ничего не будет поступать в этом случае. Просто бизнес будет раскручиваться, бизнес будет работать, будет что-то добывать, будет какая-то прибыль. И первые 10 лет она вся будет здесь. А что будет через 10 лет, ну, можно только пофантазировать. Вот, то есть это уже, ребята, это уже классные вещи, да. Вот, и еще один момент. Дело в том, что основной договор подписан, но он, как вам скажем так, он должен быть прежде всего утвержден Радой. Потом можно подписывать еще что-либо. Сейчас Шмыгаль должен прийти в Раду, должен внести эти предложения в Раду, должен получить одобрение от фракций, это будет длительный процесс. Когда это будет проголосовано Радой, да, договор не вступил в силу, пока, ну, у нас Конституция такая, пока Рада не проголосовала за него, значит, он вступит только после этого. Рада проголосует, президент подпишет закон, вступление в силу, поэтому он еще не в силе. Но, скажем так, до того момента, когда это все будет сделано, пройдет формальная процедура, ничего не работает. Дальше. Когда это произойдет, ну, реальный срок где-то середина июня. Если действительно все фракции парламента найдут этот договор полезным, корыстным, если, опять-таки, мы сейчас же читаем только основные моменты, может, там есть какие-то подводные камни, мы этого не знаем. Как говорится, вот они почитают, их юристы посмотрят, скажут, ага, вот это хорошо, вот это, может, нехорошо. Не знаю. В любом случае, раньше июня ожидать того, что этот договор будет подписан и вступит в силу, не стоит. Да, но США на нас давят еще по 2 годам, уже конкретным.
Номер один, тут даже, да, и Милованов пишет, и Залезняк пишет об этом. Это межправительственное соглашение. Это мы подпишем. Да, вот еще, да. Межправительственное соглашение. Украина хочет ее подписать, она полностью задоволена, бла-бла-бла. Да, это перемога для Трампа и Украины. Да, вот вторая. Вот американцы хотят, чтобы мы вторую подписали еще угоду с ними. Это договор между американской корпорацией DFC и украинским агентством по созданию совместного инвестиционного фонда. Это коммерческое, значит, смотрите, это коммерческое соглашение, которое будет распределять прибыль, в котором уже будет конкретно цифры расписаны. Так вот, они хотят сразу и коммерческое соглашение вслед за общим межправительственным соглашением, которое подписано. Они хотят сразу же подписать коммерческое соглашение с тем, чтобы было понятно уже детали коммерческие, скажем так, что, как, куда и в какой валюте и в каких количествах. Это подписать сразу невозможно, потому что без имплементации Верховной Рады Украины первого межправительственного соглашения все остальное не имеет смысла подписывать. Потому что ты подписываешь то, скажем так, вот второе соглашение, которое коммерческое, оно же подписывается на основе первого. А первое до июня действовать не будет, просто потому что Верховная Рада еще не утвердила его. Соответственно, подписывать второе невозможно. Вот и все. Ну и третье соглашение, они тоже хотели его подписать. Это соглашение, которое определяет внутренние правила работы нового этого предприятия. То же самое подписывать невозможно, поскольку Верховная Рада не утвердила межправительственное соглашение. То есть все специальные договоры, скажем так, уже конкретно с циферками, чего, как, куда, а также внутренний распорядок вот этих вот всех фондов и так далее, как они будут выглядеть, это будет подписано только после июня месяца, может июль и так далее. Вот, после того, как Верховная Рада имплементирует, то есть проголосует за межправительственное соглашение. Таким образом, друзья мои, если все отбросить казуистику и все эти вот хитросплетения, там очень много всего, надо сказать, что договор из того, что хотели американцы поначалу, то есть из договора большого белого человека и маленького индейца, как в свое время было там в 17 веке или когда, да, который продал Манхэттен за брязкальца, этот договор не получился. Этот договор полностью, он не существует. Он не то, что полностью переработан, он просто, его смысл совершенно другой на сегодняшний день. Нет ничего, не осталось ничего от того кабального договора, который был привезен первый раз Бессентом и ухудшен потом еще американцами после скандала в Белом доме. Ухудшен он был. Вот этот новый договор, он вроде бы содержит те же самые пункты, смысл которых совершенно другой, делает его инвестиционным договором, куда обе стороны вносят, со стороны Украины денег особо нету, значит, вносятся полезные ископаемые. Соединенные Штаты Америки вносят либо оружие, либо финансы. Вот, собственно говоря, как это работает. И сразу, кстати, после подписания этого договора Трамп одобрил первую продажу, видимо, в счет этого договора уже, оружия Украине на $50 миллионов. Это, конечно, мелочь, но это, знаете, прецедент, кстати, на Москве уже по этому поводу взвыли.